Девчонки и мальчишки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь будет интересно любителям и профессионалам ногтевой эстетики. Итак, поехали! Сегодня в кадре у меня сложный маникюр. Вот такие вот ручки. Разрослась кутикула на полноготочка практически. 2 месяца не было маникюра у девушки. И еще при стрессе она вот так вот обдирает пальцы. Это очень плохая привычка, она сама о ней знает. И сегодня пришла ко мне спасать свои ручки. Я, конечно же, не упустила возможности снять видео с таким сложным случаем. Да и клиентка не против посмотреть потом, как было до и что стало после. Для начала, как обычно, обработала ручки антисептиком и приступаю к делу. Опиливаю форму пилочкой на 180 грит. Убираем длину там, где она есть, и делаем мягкий короткий квадрат. Далее пушером отодвигаю кутикулу. Делаю это осторожно вдоль ногтевой пластины. Как видите, кутикула у девушки отрастает очень длинная и плотная, но сама кожа тонкая, как можно видеть на пальчике. То, что кожа у девушки тонкая, мы можем видеть по цвету заднего валика, который расположен выше кутикулы. Кожа в этом месте розоватая, даже можно сказать красноватая, но сама кутикула при этом очень грубая и длинная. Именно поэтому я не стала здесь применять только аппаратную технику и решила кутикулу срезать ножничками. Вычищаю птеригий фрезой пламя с красной насечкой 0,21 диаметра. Работаю на форварде, обрабатываю левую сторону, затем переключаю реверс и обрабатываю правую сторону. Теперь смачиваю кожу мыльным спонжиком и срезаю ножничками кутикулу. Как вы видите, остаются заусенцы, их я дорабатываю накожницами. Аккуратно срезаю только торчащие участки кожи. Аналогично обрабатываю все остальные пальчики. Здесь на среднем видите тоже очень длинная кутикула, и одной полосочкой у меня срезать ее не получается. Делаю это в 2 захода. Сначала срезала одну полосочку, потом еще раз вытерла спонжем, проверила, насколько я еще могу срезать, пушером пододвинула и срезаю еще раз. Далее доработала заусенцы накожницами. В
впереди у нас еще несколько этапов обработки этой кутикулы. Моя задача сегодня сгладить максимально все заусенцы, чтобы у клиентки не возникло ни единого повода и шанса дальше продолжить обдирать кожу. Я, конечно, понимаю, что это ненадолго, маникюр не вечный, но хотя бы недельку-две, чтобы все было гладко. Далее работаю шариком с синей насечкой. Обороты ставлю минимальные, примерно 9-10 тысяч оборотов. Диаметр этого шарика 0,33. Им удобно обрабатывать мелкие заусенцы точечно, там где нужно, не задевая лишнюю кожу. To talk to, get this pain on my chest. All the bad things I've done and the people I've hurt. Wanna take that part of me and leave it in the dirt. Won't you save, 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 save me? Теперь беру шар побольше, это 0,50 диаметр, шарик с красной насечкой. Это шлифовочная фреза, слегка вытираю кожу влажным спонжем и шлифую на низких оборотах. Получается, что этот шарик у меня выполняет функции полировки. Увлеклась немного процессом маникюра и забыла зашлифовать ноготь. Это нужно было сделать после работы пламенем, чтобы потом уже кожа не задиралась от полировщика. Этот этап обязательный, без него не будет сцепки с материалом, поэтому я его в любом случае выполняю. И дальше подготавливаю ногтевую пластину к покрытию. Обезжириваю нейл-препом и прохожусь праймером. В работе сегодня использую базу Gloss Hard. Это твердая база. Ногти у моей клиентки мягкие, тонкие, поэтому она отлично подойдет. Этой базой делаю выравнивание и отправляю в лампу, работаю конвейерным способом. А это значит, что наношу базу по одному ноготочку и просушиваю в лампе по очереди. В работе у меня сегодня гель-лак Milano номер 240, это классический красный цвет. Покрываю ногти в 2 слоя с промежуточной просушкой. На втором слое использую тонкую кисть. Аккуратно прокрашиваю возле кутикулы и просушиваю 60 секунд в лампе. Последним слоем у меня идет топ. Топ я использую Diva, он имеет среднюю консистенцию, ближе к густой, и имеет липкий слой после просушки. Топом обязательно делаю тоже до выравнивания, переворачиваю пальчик, проверяю блик и отправляю в лампу. После просушки вытираю дисперсионный слой, и наш маникюр готов. Давайте же посмотрим, с чем пришла моя клиентка, что она мне принесла. И какие у нас получились ноготочки в конце процедуры. Результат получился достойный. Заполировать заусенцы мне удалось.
Думаю, в этот раз моя клиентка не пропадет надолго и придет на коррекцию вовремя. Надеюсь, это видео было вам полезно. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте про колокольчик. Всем пока-пока. До новых встреч!